Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Сиваченко, и это канал «Знания для жизни». И сегодня у нас в гостях Алиса Рыжиченко. Алиса, здравствуй! Добрый день! Алиса, в прошлом видео мы с тобой говорили о том, чем же хороши вузы в Австрии. Сегодня мы пообещали рассказать нашим зрителям о том, как же все-таки студенту, точнее абитуриенту, поступить в такой вуз. Давай начнем с самого начала. Вот представим, что абитуриент хочет поступить в какой-то вуз. Что для этого ему нужно сделать? Ну, для начала, естественно, сейчас 21 век, вся информация доступна в открытом доступе в интернете, и все австрийские вузы размещают информацию о том, какие у них есть специальности в том или ином году, на каких языках, все есть на сайте этих вузов. То есть для начала вам нужно определиться с вузом, в который вы хотите поступить в Австрии. То есть найти этот вуз в интернете. Мы прикрепим ссылочку со списком всех вузов Австрии ниже к этому видео. Вы зайдете туда на сайт, определитесь с вузом и найдете подходящую для вас специальность. Дальше, когда вы заходите на страничку этой специальности, у вас будут выделены все документы и знания, какие-то требования, которые необходимы для того, чтобы поступить на ту или иную специальность. Да, все зависит от специальности. Поступать у вас есть право 2 раза в год. Как правило, это проходит летом перед зимним семестром, где-то июль-август месяц, и зимой после Нового года, январь-февраль месяц, перед летним семестром. То есть 2 раза в год вы можете подавать документы. Это не обязательно делать только летом, как в белорусских вузах, например. Есть ли какие-то, как в Беларуси, например, экзамены типа единственного экзамена, теста? Здесь вообще такая система образования, что часть студентов, абитуриентов и школьников сдает такие тестирования, они называются здесь матура. Часть школьников не сдают, то есть те школьники, которые заканчивали гимназию, они не обязаны сдавать такие тестирования, они сразу могут поступать в университет. Для белорусов, для того, чтобы поступить в такой вуз, сдавать тестирование белорусское, например, не нужно. И никакие дополнительные экзамены где-то вне рамках университета вам тоже не нужно. Для абитуриентов на первом курсе есть экзамены СТОП. Это, скажем так, блок каких-то обычных экзаменов, математика, например, все зависит от того, на какую специальность вы идете. Если там на экономику, значит, это экономическая теория, будут какие-то базовые знания, которые вы будете сдавать на первом курсе, только после того, как вы поступите туда. И только после того, как вы сдадите эти экзамены, вы приступите уже к непосредственно самой программе. Ну, пока мы до этого не дошли, нам для начала нужно понимать, как поступить в вуз. Вот после того, как вы выбрали себе специальность и выбрали себе вуз, куда вы хотите поступать, следующая очень важная ваша задача – это собрать необходимые документы и привести их в правильный вид, в правильную форму для того, чтобы вы успешно подали заявку. При этом заявку подавать не нужно там какими-то почтой голубями отправлять, не нужно лично ехать сюда в Австрию. Вы можете сделать это все в электронном виде через свой аккаунт на сайте вуза. Об этом чуть-чуть попозже. По документам, что необходимо из документов и как они должны выглядеть, ваши документы. Первое, что нужно понимать, что все ваши документы должны быть апостилированы и переведены на немецкий язык официальным переводчиком, и этот перевод должен быть заверен у нотариуса. Это очень важный момент, то есть это должно быть не наоборот сделано, например, сначала переведено, потом апостиль. Сначала вы ставите апостиль на документ, потом вы переводите и нотариально заверяете именно этот перевод. Что необходимо из документов? Если вы только закончили школу, то, по сути, вам нужен только аттестат со школы, паспорт и еще одна очень важная справка. Справка о том, что вы имеете право обучаться на такой же специальности в белорусском вузе, в любом. С этой справкой часто какие-то проблемы возникают, но не стоит бояться, то есть это абсолютно реально взять эту справку, несмотря на то, что
такой вид справки не существует в Беларуси, и белорусские вузы обычно делают удивленные глаза и говорят, что это за справка, мы не знаем, как ее делать. Но все очень просто, вы пишете эту справку, скажем так, сами, в произвольной форме, о том, что вы такой-то, такой-то, имеете право обучаться в таком-то вузе на такой-то специальности. Должен быть ректор, либо декан факультета по той специальности, на которую вы хотите поступить в Австрию. Например, если вы хотите поступить на экономический факультет в австрийский вуз, неважно, это бакалавриат или магистратура, или аспирантура, неважно, что это, вы должны найти любой вуз Беларуси, возможно, в вашем городе, который есть, да, и прийти в этот вуз и объяснить ситуацию, что вы хотите поступить в австрийский вуз, и они требуют такую справку. То есть эта справка, на ней не должен стоять какой-то порядковый номер, на этой справке должны быть только реквизиты вуза, указан сайт вуза обязательно, чтобы вуз Австрии мог официально проверить, существует ли такая специальность в этом вузе. И на справке должна стоять печать вуза с подписью. Это не должен быть обязательно ректор. Говорила же, что это может быть и декан факультета, на тот, который вы хотите теоретически поступить в Австрию. Следующее, что вам нужно, если, например, вы не абитуриент, вы не закончили школу, а закончили уже какой-то вуз, хотите поступить в магистратуру или еще на какое-то последующее обучение, то вам необходимо предоставить также все свои дипломы, которые у вас есть. Колледж, техникум, университет, все дипломы, которые вы получили на территории Беларуси или, возможно, в других странах, вы тоже должны предоставить. И тут очень будьте внимательны, потому что столкнулась я с таким, и мой муж столкнулся с такой проблемой. В Беларуси белорусские вузы практикуют следующее. Из-за огромного потока студентов ректор вуза в дипломах вузах не расписывается своей рукой. То есть у каждого вуза есть печать с подписью ректора. И вот эту печать штампуют в каждый диплом. Но апостиль поставить в такой диплом невозможно. То есть, грубо говоря, апостилем невозможно подтвердить подлинность этого документа, так как там стоит нерукописная подпись. Но опять же, не надо ничего бояться. Если у вас такое случилось, вы идете в вуз, говорите о том, что здесь нерукописная подпись, и они обязаны в течение 7 дней ваш диплом абсолютно бесплатно для вас, и они абсолютно все должны сделать самостоятельно, потому что это их ошибка, а не ваша. Это то, что касается диплома. Про справку я сказала, паспорт, аттестат со школы, и еще один момент – это мотивационное письмо. Тоже очень важный документ, который, наверное, даже важнее всех ваших дипломов. То есть в австрийских вузах не смотрят на оценки, которые вы получили у себя в вузе или получали в школе когда-то. Для них оценки не так значимы, как значима ваша общественная деятельность, общественная жизнь, ваши цели, ваши стремления. В мотивационном письме как раз вы можете высказать и изложить приемной комиссии то, почему именно вам необходимо предоставить место в австрийском вузе на этой специальности. То есть суть мотивационного письма не рассказать о том, что вы хотите работать экономистом, чтобы потом заработать себе на яхту, на коттедж и так далее. Нет, ваша задача рассказать о том, почему очень важно для вас поступить на эту специальность, как вы сможете улучшить жизнь своей семьи, своего города, возможно, да, или своей страны даже в целом, если вы поступите на эту специальность и получите знания именно в австрийском вузе. Плюс в мотивационном письме очень важно указывать любую вашу деятельность. Например, если вы являлись участником команды КВН школьной или организовывали для детей, например, какие-то бесплатные курсы танцев для первоклашек, пока вы были в школе. Любая ваша деятельность, которая принесла пользу другим людям, должна быть описана в этом мотивационном письме. Даже если вы, например, ведете какой-то блог с полезной информацией о том, как сдавать контрольные или как готовиться к контрольным быстро и успешно, это тоже будет большим плюсом для вас в мотивационном письме. Алиса, скажи, пожалуйста, а нужно ли подтверждать знание языка?
Да, знание языка нужно подтверждать, но опять все зависит от того, на какую специальность и какой язык в программе предусмотрен, на которую вы поступаете. То есть если вы поступаете на англоязычную программу, то вам необходимо подтвердить знание английского языка, сдав экзамен, международный экзамен, TOEFL или какой-то аналогичный другой. У вас в ВУЗе будет написано, какие сертификаты принимает ВУЗ в качестве доказательства знания языка. Если же вы поступаете на немецкоязычную программу, то вам нужно доказать всего лишь знание языка на уровень А2. Вы можете сдать этот экзамен, например, в институте Гёте в Минске. Это абсолютно такой примитивный уровень знания о том, как вы можете сказать, как вас зовут, откуда вы приехали, какие-то абсолютно элементарные вещи. Этот сертификат получить не так сложно, и вы сдаете этот экзамен и предоставляете этот сертификат при подаче заявки. Итак, все документы у нас есть на руках. Что теперь делать с ними? Дальше что вам нужно сделать? Вам необходимо все эти документы отсканировать и привести в формат PDF. То есть каждый отдельный документ должен быть отдельным файлом PDF. Если там несколько страниц, неважно, это все равно должен быть один файл PDF. Вы заходите на сайт своего вуза, который вы выбрали в Австрии, и вам нужно зарегистрировать свой аккаунт на сайте вуза. Это все очень просто. На сайте есть инструкция в письменном виде на английском, на немецком языке, которую вы можете просто перевести с помощью Google переводчика, и вам будет все понятно. Также есть видеоинструкция, как это все сделать. И после того, как вы зарегистрировали свой аккаунт, для этого вам понадобится электронный ящик, номер телефона, ваш адрес белорусский, фамилия, имя и все в принципе. И с личного аккаунта вам необходимо выбрать специальность, на которую вы хотите подать заявку. И уже в электронном виде заполнить эту заявку. И в этой заявке, непосредственно, когда вы будете ее, по мере заполнения этой заявки, у вас будет высвещаться окошко, куда загружать тот или иной документ. Там прям так и будет написано, там, аттестат со школы, и тут же вы загружаете этот документ, там, дипломы дополнительные, которые имеются, и вы загружаете свои дипломы с вузов или там с техникумов, колледжев и так далее. Кроме того, вы можете приложить даже дипломы, если вы заканчивали какие-то курсы дополнительные, которые, по вашему мнению, могут сыграть, прибавить вам каких-то шансов, да, на поступление. Загружаете также мотивационное письмо, заполняете все окошки, это все очень просто, никаких сложностей, автоматически Google Chrome может перевести вам все на русский язык, и все заполняется, ничего там писать на немецком языке не нужно, только данные своего паспорта и какие-то документы, да, загружаете, и подаете заявку. Все, на этом ваши действия закончены по заполнению заявки. Дальше остается только ожидать ответа от вуза. Еще что хотела сказать. Когда мы ищем способ, как поступить за границу, мы часто спрашиваем у Гугла, как это сделать. Когда набираешь «как поступить в Австрию», вылазит очень много ссылок на разные агентства, которые предлагают свои услуги, заплатите нам деньги, мы подготовим для вас все документы и так далее. Просто хочу попросить белорусов не делать этого, потому что у вас все получится самостоятельно. Это очень просто, если следовать инструкции, которая указана на сайте. Это все абсолютно реально, никаких бюрократических проволочек. То есть и сбор документов у вас займет буквально там 2-3 недели. Даже если будут какие-то задержки, например, как у меня были там, я переделывала дипломы, ничего страшного, это просто какие-то временные трудности, которые легко можно преодолеть и сделать все самостоятельно, не тратив на это деньги чужим людям, которые будут делать то же самое, что вы можете сделать самостоятельно, без чьей-либо помощи, без знания языка, имея только под рукой свои документы. А сколько нужно ждать, пока рассмотрят заявку? Как правило, рассмотрение заявки в течение 3 месяцев происходит. То есть ее могут рассмотреть за 10 дней, могут рассмотреть за 60 дней. То есть в течение 3 месяцев они обязаны вам дать ответ. Еще один момент, так как можно поступать 2 раза в год, и если вы вдруг получили письмо о том, что вы поступили, класс, здорово, очень важно понимать, что у вас есть еще 2 года
для того, чтобы приехать в вуз, подготовиться, например, открыть там студенческую визу себе, подсобирать денег или там поговорить со всеми родственниками, подготовить их к тому, что вы поступили за границу. Здесь в Австрии правила такие, что после того, как вы поступили, у вас есть 2 года спокойно на размышления и на то, чтобы приступить к обучению. Если вы поступили и получили письмо о том, что вы поступили, в этом письме вам будут расписаны подробно дальнейшие шаги, что вам нужно будет делать. Например, если вы не знаете немецкий язык на уровень C1, и у вас сертификат языка только на уровень А2, они вам сразу предложат список партнеров вуза, которые предоставляют курсы немецкого языка, в которых вы должны зарегистрироваться, подписать заявление на то, что вы будете обучаться у них на курсах. Опять же, это не нужно делать сразу же после того, как вы получили это письмо. У вас тоже есть 2 года на это. Вы можете сразу это сделать, если вы и физически, и морально, и материально готовы сразу к переезду. Либо вы можете выждать какое-то время и сделать это тогда, когда вы к этому будете готовы. Зарегистрироваться на курсах. И уже потом с регистрацией с курсов вам надо будет через свой аккаунт в вузе договориться о термине, то есть о встрече с приемной комиссией и подтвердить по скайпу, что вы это вы, держа в руках паспорт рядом со своим лицом, чтобы люди убедились, что это действительно вы поступаете, не кто-то за вас другой там подал документы, и что они и могут вас принять. Вот, в принципе, и все. Вы поступили в вуз. Отлично. Алиса, спасибо огромное. Я думаю, что это было очень познавательно, очень интересно. Хочу только напомнить, уважаемые белорусы, ни в коем случае не ищите легких путей, которые на самом деле не будут легкими. Не тратьте свои деньги на то, чтобы через агентство поступать в вузы. Делайте это сами, как Алиса сказала, все это очень легко. Поэтому вы можете справиться сами. Но если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите их под нашим видео. Либо Алиса вам ответит, либо же мы еще запишем специально для вас новое видео по вашим вопросам. Спасибо большое, Алиса, что сегодня пришла. Спасибо. Пока. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и живи Беларусь!